Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Если вам позвонят и пригласят отдыхать в деревню, не ведитесь, это мошенники. А мне попался очень интересный лоскутный блок переплетение двух квадратов. Кажется, что-то сложное. А если присмотреться, то самое обычное сочетание квадратов и квадратов, составленных из двух треугольников. И что-то давненько мы такое не шили, уже и соскучились. Тот блок, который я увидела, можно сделать просто из ткани трех цветов: белой, фоновой и двух контрастных. Но мне не хочется работать просто с чистым цветом. Возьмем ткани с преобладающим синим цветом, такие же красные и белые. По схеме блока можно посчитать количество деталей. 20 квадратов бело-красных, 12 красно-синих, 12 чисто синих квадратов и 20 белых квадратов. Я бы рекомендовала сначала нашить цветных квадратов, составленных из двух треугольников, их проутюжить, выровнять, а уже потом по этим размерам выкраивать одноцветные квадраты. Но можете воспользоваться моими размерами. Размер моих готовых квадратов 9,5 на 9,5 сантиметров. И еще приготовим большие квадраты 21,5 на 21,5 сантиметров. Просто у меня есть шаблон такого размера. Из двух таких больших квадратов получаются 8 маленьких деталей, составленных из двух треугольников. На экране вы все это время видите схемы скоростного сшивания таких деталей. Дальше уже приступаем к работе. Нам надо 20 бело-красных деталей, но мы заготовим их чуть больше. Для начала нарисуем 2 диагонали и еще через центр проведем перпендикуляры. Красные и белые квадраты попарно сколем булавочками. При работе за швейной машинкой строчки будем прокладывать на ширину лапки по обе стороны диагоналей. Закрепки делаем обязательно в начале, в конце и еще в центре. Просто мы потом это будем резать, и станет обидно, если шов расползется. И, конечно, помним про экономию ниток, времени и денег. Шьем гирляндой. Готовые детали проутюживаем и уже после этого будем их резать. Для начала отрежем выступающие уголочки, потом разрежем по диагоналям между швами, затем опять убираем уголочки и, наконец, еще разрезы по перпендикулярам. И уже после этого будем разворачивать и проутюживать заготовки. Разворачивать тоже надо правильно. Светлая сторона укладывается вниз, темная отгибается. Чувствую, что не все зрители выдержали такое длинное объяснение, но это пошаговая инструкция, чтобы не пришлось потом долго подравнивать заготовки и чтобы на светлой части не просвечивали швы. Учимся шить красиво и аккуратно. Наконец-то приступаем к выкладыванию рисунка. Это мое любимое дело, особенно когда не успели устать от подготовки деталей. Блок выкладывается из 64 квадратов, по 8 в длину и ширину. Все просто. Для удобства можно держать рисунок этого блока перед глазами, чтобы не путаться в раскладке. Постепенно ряд за рядом вырисовывается узор.
Да, вот такой подробный мастер-класс. Я обожаю рецепты, которые называются «Салат за 5 минут». Шаг первый – отварите свеклу. Блок получился большой, а так как детали я шила с запасом, то из остатков, сюрприз, получился еще небольшой блок 4 на 4 квадрата. Остается только сшить эти блоки. Сшиваем колонками, вертикальными рядами. Сначала первую и вторую, потом третье и четвертое, пятое и шестое, седьмое и восьмое. Для начала все заготовки сложим стопочками и начнем прошивать. Шьем все сразу, гирляндой. Промежутков между деталями не делаем. Отшили колонки, ткани разворачиваем, швы тщательно расправляем. Это хлопок, он хорошо держит форму, можно просто ногтем провести. Чтобы не запутаться в последующей работе, детали лучше всего сколоть булавочками в местах швов, потому что они могут крутиться и поворачиваться на нитках. Когда сделаны все вертикальные швы, смотрите, все полотно подвижное, держится на швах, и остается только прошить его по горизонтали. В местах соединения деталей все уголочки автоматически встают на место. Остается только следить за тем, чтобы припуски на швы были направлены в разные стороны. Вот такой интересный блок у нас получился. Естественно, мы его тщательно проутюжили. Размер заготовки получился 64 на 64 сантиметра. Все чисто и аккуратно с обеих сторон. Из остатков сразу сшила и маленькую заготовку. При этом, смотрите, тот же самый набор деталей, а рисунок выложили по-другому. А о дальнейшей работе с ними поговорим в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!